Теперь нас не мама, ребенок провожает. Иди домой. Иди домой. Не надо нас провожать. Спасибо, не надо. Артур заметил, что Буся у нас не особо послушный парень. Иди, говорю. А, давай ты скажи ему на английском или на хинди. А, ты на собачьем? Может, на хинди, Артур? О, пошел. Какой-то у тебя не собачья. Смотрите. Точно, убежал. Но голос у тебя как у пингвина или у дельфина. У дельфина. Парам что-то не в настроении. Движение какое у нас активное сегодня. Вот, а главное, я хотела вам показать наши нарядные рикши. Вы видите, там шарики по цвету флага индийского, потому что сегодня праздник Republic Day. Парам, Happy Republic Day. Thank you. Same to you. Друзья, вы видите, даже на байк повесили флаг. Всем привет, мои дорогие зрители! Наступил тот день, который я откладывала уже на протяжении долгого времени, но он все-таки наступил. В общем, друзья, моя камера окончательно поломалась, и сегодня мы едем покупать новую камеру или новый телефон, или попытаемся отремонтировать старый. В общем, не знаю, но нужно что-то решать, причем в срочнейшем порядке. Вот, поэтому сегодня я снимаю видео на телефон, и извините, пожалуйста, за качество. Качество не очень. Проходите, пожалуйста, парни. Слушайте, ужас, посмотрите, что произошло здесь на дороге. Парам узнает подробности. Это произошло буквально недавно, где-то полчаса назад. Слава богу, никто не пострадал. Вот этот вот мужчина и тот мужчина напротив были внутри этой машины. Не справились с управлением и полетели вниз. Парам говорит, что машина застрахована, им дадут бесплатно новую. Уже сейчас, видите, он бумаги заполняет. Посмотрите, какая здесь красота в честь праздника. Мы, как всегда, опаздываем на поезд, поэтому я бегом. Мы опоздали на поезд, представьте, поезд пришел вовремя, очень вовремя. И мы буквально подбежали и увидели его хвост. На минуту бы, буквально бы раньше бы приехали и сидели бы сейчас уже в поезде. Я просто в шоке. Мы и так сегодня очень поздно вышли. И я не знаю, во сколько мы приедем в Мумбаи, и будут ли вообще работать еще эти магазины. И еще такой важный момент, во сколько мы вернемся в Матеран, наверное, ночью. Парам понабирал всякого по-другому не скажешь, ну просто это еда очень вредная, еще приготовленная на улице. I want some food also, but not this. Да, видите, какая я злая, я же так грубо отвечаю Параму, но честно, я такая разозлившаяся, но то он не контролировал время, не контролировал, ведь можно было бы, то есть он знал, я как бы не слежу за расписанием поездов, он знает. И мне говорит, мол, ты видео снимала, аварию эту снимала на видео, поэтому я не хочу, но after I want, потом еще в туалет захочется. В общем, ребята, он еще пора мне говорит, что, мол, ты же видео снимала, мол, если бы я тебе сказала быстрее, ты бы на меня тоже начала бы кричать, что ты меня не отвлекай, когда я говорю, что, ну, я бы, конечно, бы не стала бы снимать. Мне главное попасть вовремя. У меня цель, хорошо, ешь, I don't want to. Я не хочу, у меня вообще нет аппетита и нет настроения. А ты, Артур, ешь аккуратно, смотри, тоже учти, что потом негде будет сходить, в поезде нет туалета. Смотрите, какие красивые, кстати, арбузы. Ладно, надо отвлечься, на красивые арбузы. Представляете, реально, я так разозлилась. Я прям не сдерживала себя, раскричалась на этой станции. Люди на меня смотрели, как на сумасшедшую. Просто индианки в этом плане более сдержанные. То есть они, конечно же, скандалят со своими мужьями, но делают это где-то втихаря. Сейчас у нас уже достаточно много времени. Идем, Артур. Решили в туалет все-таки зайти. Особо не хочется, но надо. И еще заодно вам покажу, какой интересный здесь туалет. Значит, вот эта вот женщина, которая собирает деньги, всегда спрашивает, вы хотите по маленькому или по большому. Всем, кто... Сейчас, для тех, кто по маленькому... Это вот сюда, вот здесь за шторкой. Так, Артур, давай покажем секрет этого туалета.
Значит, смотрите, вот такой вот туалет с сюрпризом. Причем она так интересно спрашивает, не прямо, а как бы показывает палец. А ну, Парам, show how in India надо. This means one или, ну, по-маленькому. And two это значит по-большому. Короче говоря, сейчас в современной Индии показывают вот так вот, когда хотят по-большому. И в школе, представьте, тоже спрашивают, уточнить, ну зачем он спрашивает, да, какое вам дело. Так, ну, слава богу, мы уже в поезде, еще и удалось сесть, поезд почти свободный. Смотрите, как по моему заказу мужчина продает для телефона вот такую вот подставку. Сейчас я вам буду показывать ее. Но это только для телефона подставка. Может быть, для шортсов. Сейчас узнаем, сколько стоит. Видите, как удобно. И массажка прайс. Всего 100 рупий стоит. Может, даже мультики Артура смотреть так удобнее. В общем, она наша. Держалка для камеры уже наша. Вышли, друзья, на станции Чатрапати Шиваджи. Посмотрите, какая здесь красота и сколько много людей. И все это не работники офисов, как обычно, когда мы приезжаем. А так как сегодня выходной, так как сегодня праздник, Republic Day, это все приехали туристы из пригорода. И посмотрите, как они фотографируются, все селфи, селфи, селфи повсюду. Вот куда ни глянь, везде фоткаются. Сколько много появится в соцсетях новых фотографий сегодня. Так, ну а нам надо поспешить, команд Парам. Let's go, buy camera. You happy? Давай я и must be happy. Сейчас я еще не радостная. Я сейчас так волнуюсь, у меня аж коленки дрожат. Волнуюсь, конечно волнуюсь, потому что это серьезная покупка. Я в этом вообще не разбираюсь. В этих камерах мне могут там лапшу навешать, и я куплю, а потрачу кучу денег. Поэтому я очень переживаю. Так, мы сначала интересуемся насчет ремонта. Первая попавшаяся нам, видите, лавочка. Здесь продаются камеры, ну, прям на улице. Я не знаю, стоит ли доверять людям, которые работают в таких местах. Ну, по крайней мере, узнаем. Говорит, вид у вашей камеры, как будто бы вы ее очень неаккуратно ею пользовались. Но я ее очень долго пользовалась на самом деле. Конечно, за 3 или даже за 4 года. Что? 5? Что 5? 5000. Говорит, надо заплатить 5000. Я выключаюсь, ребята, честно, не могу сейчас сосредоточиться на съемке, потому что волнуюсь, переживаю. Я нужна здесь. В общем, друзья, те камеры, которые мне понравились, стоят очень дорого. Дороже 100 тысяч. Точно такую же, как у меня, я тоже не нашла. Ну, тоже как вариант, в принципе, купить что-то точно такое же. Вот, поэтому решили сдать свою в ремонт. Вот эти вот мужчины обещают отремонтировать к завтрашнему дню мою камеру за 3000. Поменять дисплей. Я надеюсь, что это у них получится. А Артур гитару увидел. Все, мы ее сдали. Завтра приедем забирать. Я надеюсь, что уже она будет работать. А сейчас мы зашли в спортивный магазин. Ой, а папа сразу, смотри, футболочки смотрит. Такой уже модник. В общем, мы сюда пришли Артуру покупать подарок от Ольги. От нашей зрительницы Ольги. Нету того, что мы хотели здесь купить. Как жалко. У Артура такие пожелания, что сложно найти то, что он хочет. Хочет плавательную маску с трубкой, ну, чтобы можно было нырять. Представляете, такой магазин, вроде бы как тут все для плавания. А то, что мы хотим, нету. Может, кстати, плавки? Плавки у Артура тоже уже малы, жмут. Надо будет здесь спросить. Привет! Всем привет! Меня зовут Наташа, и вы на канале Завышенный. Сейчас проверка камеры. Так, хорошо. Я не за Парамом слежу, а тестирую камеру. Мои дорогие зрители, вот уже прошло 2 дня, и, как вы, наверное, догадались, снимаю я из Матерана.
И снимаю я на свою старую камеру. Я очень рада, что удалось отремонтировать старую камеру и всего за 4000. То есть он сначала 3000 просил, потом что-то придумал. В общем, не знаю, такое впечатление, что он просто наклеил какую-то защитную пленку сверху и ничего не менял. Может быть и так, может быть действительно там какая-то была проблема, которую он легко устранил и ничего не заменяя. Но не важно. Главное, что отремонтировал, и 4000 это не так много по сравнению по сравнению с тем, сколько стоит новая камера. Здесь какие-то древние камеры стоят настолько дорого, то есть в других странах они стоят в 2 раза дешевле, если вообще еще продаются. Вот, а я сейчас навела просто на женщину камеру, чтобы, no problem, I just... Она что-то засмущалась. Чтобы себя не показывать, поэтому я навела на нее, чтобы вы увидели, как вот у нас по соседству женщина работает. Причем это работница. Они пригласили эту женщину, чтобы она им постирала специально за деньги. Иди к маме. Ты чего? А чего ты? Решил показать, какой ты серьезный? Что ты не маленький щенок? Какой у тебя голос? Ой, какой! А когти какие у тебя? Да, все зрители видят, какой ты у нас крупный пес, грозный пес. Никому не даст в обиду ни себя, ни своих хозяев. Артур побежал своего друга звать на прогулку. Сосед, одноклассник. Я вам позже про него расскажу. Видите, у него ручка больная и ножка тоже. Хочу вам кое-что рассказать. Вот, и что хотела еще, почему сейчас, сыночек, подожди секунду, я зрителям хочу про Бусю рассказать. Представьте себе, сосед недавно нам говорит, что, мол, нашел человека, который готов, отойди, Артур, отойди оттуда от электричества, готов забрать Бусю. Но как-то не хочется, мы уже настолько к нему привыкли. Я как бы, конечно, понимаю, что мы часто в разъездах и через год вообще отсюда уезжаем. То есть мы не можем нести ответственность за этого щенка. Но, с другой стороны, отдавать неизвестно кому. Говорю, давай познакомьте меня с этим человеком поближе. И тогда я решу, стоит ли нам отдавать Бусю или нет. Артур показывает, какую домашку надо сделать. Видно, что не было в школе несколько дней. For mate girlfriend. Yes. Is it true? Yeah. Да? No girlfriend. But must be. Уже пора. But you have only few time, because this year you must be found wife. В этом году ты обязательно должен найти жену. Так что давай без шуток. Я хочу погулять на свадьбе у Бовина. Мне срочно надо закончить видео, поэтому я снимаю все подряд. Вы часто пишете в комментариях, что хотите, просто знаете, как бы наши будни, чем вы занимаетесь. Вот сегодня суббота, вы видите, Парам поубирал, сейчас ищет, у нас всего один номер пустует, и он сейчас занят поисками клиентов. Вот, Артур с другом проводит время, я выбежала поснимать видео, и сейчас побегу готовить обед. Рыба у меня разморозится, тогда приступлю. Я запрещаю снимать во время учебы. Артур запретил снимать во время учебы, так что удаляюсь. Вот, кстати, посмотрите, сколько она стирала. Это пожилая женщина, сколько сари, сколько джинсы, рубашки. Это все постирано руками. И вот так вот аккуратно развешено. Парам меня позвал, говорит, хочу тебе прикол рассказать. Вот эта вот женщина в желтом, это наша соседка. И она сейчас хочет рассчитаться с той женщиной, которая стирала одежду. То есть она не только стирала и посуду мыла. Ну, в общем, and how much salary she won't give, сколько она хочет? 1000 рупий она хочет дать. В общем, Парам говорит, эта женщина хотела ей заплатить 2 бумажками, 500-500. А та начала, ой, что-то мало, так мало, не, я не хочу, я не согласна. И она пошла, разменяла под 100. Ну, now, 100, да, много-много. Под 2. Она еще ищет, еще не нашла, еще где-то хочет размять. Very interesting. Какая женщина интересная, да, получается, что ей... Она до сих пор сидит, сейчас мы ее... Сейчас. Hi.
Но она стеснительная. Maybe she feels shy. No problem. Парам говорит, See, ничего take your страшного. speeds. इधर अब अभी इधर बार ओके उधर दिखेगा नहीं. So she from Mataran? No, this village Devdani. Нет, она, представьте, даже с другой Нет, сиренью. Просто, ребята, вот здесь вообще наши соседи, здесь один мужчина живет. А на выходные приехала огромная семья, все его родственники. У них здесь был праздник, поэтому они пригласили эту женщину в качестве помощницы. Оплата и плюс еще, видите, там какие-то сладости, кокосы, много чего. Вот еще наменяли такие. Наменяли так, чтобы целая пачка была, чтобы прямо из карманов выпирала. Смотрите, не считает. То есть ей не важно даже сколько там по факту, ей важно, чтобы много было. Она, вот видите, она даже не разбирается. Она, скорее всего, Парам предположил, что она, скорее всего, не умеет считать. То есть, ей вот мужчина помогает. Вот, поэтому вот она думает, чем больше бумажек, тем лучше. Но это честные люди, конечно же, они ее дурить не планировали. Окей, все проверили. Помашите ручкой. Thank you. Все довольны. Слушай, а ну покажи, Бавин. See, this girl also see in television my video for your YouTube channel. Бавин показывает, что девушка моя подписчица написала ему вчера. Прислала скрин с видео, где Бавин, как раз видео о том, как Ниха и Бавин были у нас в гостях. Так, от детей отошла, сейчас поговорю по поводу Виднеша. Меня просто подружка недавно спросила, она тоже живет в другой стране, и она поинтересовалась, Наташа, мол, а как у вас в Индии относятся к детям с какой-либо инвалидностью? Вот у Виднеша проблемы с рукой, и ножка тоже у него проблематичная, на ножку он хромает. Hi. Hi. Вот, ну и хочу вам сказать, что действительно здесь очень хорошо относят, то есть абсолютно наравне со всеми детьми. Этот мальчик, никто его не обижает в классе. Ну, честно говоря, я не вижу, чтобы с ним сильно сюсюкались. То есть, да, он сидит на первой парте, какие-то там есть небольшие привилегии, но и не больше. Но тут еще, знаете, зависит от того, как сам ребенок себя ведет. Вот этот вот мальчик настолько, знаете, боец. Вчера вечером приходили друзья, тоже одноклассники, два здоровых пацана к Артуру, и вот они всей компанией играли. И этот Виднеш, он играл вместе со всеми во все эти активные игры, там и в прятки, догонялки, борьба, кабади тут на хинь. Он падал иногда, вставал и дальше приступал. То есть, знаете, я так аккуратно за этим всем наблюдала. Я пыталась предложить какую-то другую игру, более спокойную, но старалась сильно не вмешиваться, потому что ему как бы с этим жить, и, соответственно, ему нужно поставить себя в обществе, чтобы его действительно уважали и считали с ним. Ну, то есть молодец. И еще когда-то была у Артура в классе девочка, у которой заячья губа. Сейчас она перешла в другую школу. И, в общем, я у Артура тоже так мягко спросила, говорю, а как с этой девочкой, как с ней все дружат, общаются? Она говорит, да, нормально, все с ней дружат, абсолютно нормально. Ну, такие, знаете, дружные. Конечно, и дерутся у них иногда, тоже мне Артур рассказывает, что там, причем дерутся, нет такого, чтобы кого-то одного там били, а сегодня там девочка с каким-то мальчиком подрались, то девочка с девочкой, то есть абсолютно разные там комбинации. Ну, как бы без драки в школе такого не может быть. Так, друзья, ой-ой-ой, я уже на кухне. Поменяла место дислокации, пора уже готовить обед. На обед у нас сегодня будет у нас с Артуром рыба жареная с картошкой пюре, а у Парама будет рис с козлятиной. Козлятина в соусе. Ну и плюс салат. Салат, я думаю, у нас будет общий для всей семьи. Сейчас я рыбку готовлю. Чесночок в масло всегда добавляем. А пока у меня готовится обед, предлагаю вам, друзья, посмотреть небольшой фрагмент с очень необычной свадьбы. Почему небольшой фрагмент? Потому что как раз в тот день у меня поломалась камера,
А почему свадьба необычная? Потому что это мусульманская свадьба, но по любви. Вот вы сейчас увидите и сразу поймете, в чем разница. Ну-ка, расскажи, куда ты идешь? Мисс Мускан уже поженилась. На свадьбу мисс Мускан. Представляете, друзья, вам доводилось гулять на свадьбе у своей учительницы? Я думаю, точно немногим доводилось такое счастье. Это отец невесты. Congratulations. Боже, какая она красивая. Супер. Опять мой поклонник. Хай. Артур Мастовичи. Иди, Артур, подойди, а я на видео сниму, как ты ее будешь поздравлять. Артур говорит, дай мне подарок. Но у нас подарок и деньги. От прошлой серии вам не сказала про свадьбу? Не сказала, что дарят. Ну, то есть мы как бы не родственники, поэтому какие-нибудь там платья до золота дарить не будем, а дарим конверт с деньгами. А в этот раз даже 2 конверта, потому что нас пригласили с обеих сторон. Ну, иди, Артур. You want make video? No, I make. You go. You go. I make. Maybe this boy make. Попрошу своего друга. Can you make video? Can you make little video? उसको पकड़ के Тихо, пожалуйста, боже мой, в одной комнате попугаи кричат. Слышу, уже кот под дверью унюхал рыбу. Буду уже закругляться. Ну, значит, пару слов в конце. Видите, какая у нас красивая молодая пара. Создалась, новый союз. И вопреки бытующему мнению, когда вот многие считают, что в Индии браки только, особенно в деревнях, по договоренности, то есть родители находят жениха невесте, невесте жениха. Но нет, видите, эта пара сложилась по любви. Причем очень интересно, что мисс Мускан была помолвлена. То есть лет 5 назад у нее умерла мама. Она тяжело болела, то есть знала, что скоро придет конец, и решила убедиться в том, что дочь ее будет счастлива замужем. Нашли ей жениха из Непала, очень богатого парня. Но вот как бы она влюбилась и расторгла ту помолвку и вышла замуж по любви. Дай Бог, чтобы они были действительно счастливы и жили долго в любви. Вот. Ну а на этой приятной ноте давайте будем прощаться. Всех люблю, целую. До свидания, до скорых новых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.